Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня влог начинаю вечером, потому что и предыдущий я смонтировала сегодня вечером и выложила. Сейчас я буду ужинать. Уже зажгла елочку себе на радость, свечку. Ну, чай, и у меня тут куриная голень, картошка, ну и получился бульон. Дело с наволочкой для декоративной подушки уже так хорошо движется. Вот эту верхнюю часть связала, лицевую. И с обратной стороны вот такая сеточка будет. Она уже тоже связана. Нитки, конечно, просто обалденные, перламутровые. Класс. Уже другой день. Ну, у нас на улице месиво, грязь. А я сейчас начну потихоньку заниматься уборкой. Точнее, не начну, а продолжу. И сегодня буду... Ну, мне вообще нужно там доубираться в шкафчиках, но я это могу смело оставить на более позднее время, потому что я там регулярно все протираю, и, в принципе, там вообще можно не трогать ничего. То, что требуется, это я хочу перемыть всю бытовую технику, все кухонные гаджеты, которых очень много. Начну с одного из своих миксеров, которым я давно не пользовалась, и, в общем, придется постараться. Уж я не знаю, как так вышло, но вот с ним полный кошмар. Как-то так. Вообще, прихожу к выводу, что, по крайней мере, вот этот миксер, раз он продавался с базой, его надо так и использовать, потому что у него по бокам вот эта вентиляция, отверстие. Сейчас я мою и боюсь, как бы туда вообще вода не попала. Но я аккуратно, но все равно. А так, ну, я просто не знаю, не люблю я с базой. Мне больше нравится в руках держать, так как-то мне удобнее. Но было бы чище. Я уже помыла миксер, теперь вот это все осталось. И что здесь хорошо сделано, можно открутить вот эту защиту и все промыть. Вообще очень удобно. Я помыла миксер, все отлично отошло. Вот. Ну, вот сюда я, естественно, вот сюда не стала залезать. Хотя сейчас можно взять ватную такую палочку. Вот, а так все отлично. Хотя, может быть, еще, знаете, стоило вот тут пройтись, в швах. В общем, надо подумать. Также удобно было вот эту штуку мыть. Кстати, можно было вот эту часть открутить, как оказалось, полностью. Но, в принципе, сильной надобности тут не было. Сейчас буду прикручивать вот эту. И, конечно, проблемка была вот с этой. Но зубной щеткой я отмыла. Все как бы нормально. Вот. Так что классно. Сейчас буду мыть два других миксера. Они абсолютно одинаковые, купленные в одно время. Но одним вот этим пользовались. Ну, в общем, этому миксеру, вот как и мне, 39 лет. И этому тоже. Но этот был абсолютно новенький, этим постоянно пользовались. Он, видите, желтит, плюс в пятнах. Базы было у них, естественно, каждому по базе. От этого я выкинула и оставила одну, тем более, повторюсь, я все равно не пользуюсь. Но я решила, что четвертый миксер потом попозже я себе куплю. Именно такой, как я приобретала, ну, я как бы выбирала, друг купил на дачу. Вот. Он, по-моему, марка Люми, мне очень понравилось. Он недорогой, но он без вот этой штуки. Вот. Короче говоря, вот так. Сейчас я уже тут все натерла, буду протирать. Помыла все три миксера. И базу в том числе помыла. Здесь я, как и собиралась, все-таки ножичком прошлась, но тут ничего особо не было. А вот в этих швах, да, было, потому что этими миксерами я пользуюсь чаще. Вот. Но в любом случае, как видите, они по цвету чуть-чуть отличаются. Ну, потому что этим реально дольше пользуюсь, чем этим. Этот
как минимум 37 лет просто так лежал. Вот. Ну и, соответственно, чаши. Единственное, только, кстати, я совсем забыла про чаши к этому миксеру, их 2. Так что сейчас тоже буду все это мыть. Помыла и 2 чаши. Естественно, что у меня было по 2 штуки, ну, каждому миксеру, но те старые я выбросила, там были трещины, ну, уже как бы такой вид внешний. Ну, и вот ими я пользуюсь постоянно, поэтому, конечно, они были в трешовом состоянии, хотя именно, естественно, чаши моются постоянно. Так что вот, все отмыла, отлично. Сейчас буду убирать. Также буду сейчас мыть яйцеварку. Она, честно, просто в ужасном состоянии, хотя я вообще ей не пользуюсь очень давно. Сразу достала еще одну, и она тоже вся в пыли, хотя стоит в шкафу, и я точно помню, что я их мыла. А вообще у меня их 3. Еще помыла как раз-таки вот эти яйцеварки, они вообще были в жутком состоянии, непонятно. Вот я сейчас хочу вот запомнить, когда я снимаю видео, ну, когда я мою, и мне интересно вообще, как оно будет дальше происходить, с учетом того, что ими не пользуешься. Вот, ну а так все вообще отлично отмыла. И еще помыла вот эту терку, но она мне, к слову, не нравится. Ну, есть и есть. Собрала книжки по психологии и прочим таким вещам. Отдам своей подружке, она этим интересуется, а я уже не интересуюсь. Точнее, если мне надо, я смотрю что-нибудь на YouTube. Но у меня, к сожалению, я вообще никогда не думала, что я дойду до такой жизни, что у меня будут с книгами очень сложные отношения, потому что я всю жизнь очень много читала. Ну как, вот просто с детства. Ну, во-первых, я читать как бы научилась за один день. Мне просто родители объяснили, я как бы поняла и читала. На следующий день пришла в школу, как бы, пару раз прочитала по слогам, а потом как бы читала всегда бегло. Поэтому у меня с этим проблем никогда не возникало. И дальше я читала очень-очень много, но в один прекрасный момент, это где-то 11 лет назад началось, я как что-нибудь начинаю читать, кто-нибудь, простите, умирает. Я когда почему-то подметила эту взаимосвязь, я перестала читать. Прошло там сколько-то лет, может быть, лет 7, я снова стала читать, опять случилось. Еще года на 4, на 5 перестала там, по-моему, читать. И еще раз случилось, когда возобновила чтение. Поэтому я как бы приходится избавляться от книжек. Я сегодня ходила в магазин. Мне нужно было в аптеку зайти. И плюс у меня еще на Авито кое-что купили. Ну и потом я в Пятерочку зашла, потому что закончились помидоры, яблоки. Ну и пошла. Решила погулять. Вы знаете, не получилось, потому что очень скользко. Это при всем при том, что параллельно с этим были лужи, всякое месиво, но и очень скользко. Потому что это было уже где-то 7:30 вечера, и реально скользко. Поэтому я дошла вот туда, где вдалеке дом, развернулась и пошла обратно. А сейчас потом пошел дождик, а сейчас все уже замело буквально за пару часов. Конечно, очень красиво. В принципе, это хорошо, если только еще дождя не будет и какой-нибудь оттепели. Потому что то, что был лед, прочее, сейчас, если под снегом все это утрамбуется, и, глядишь, будет хорошо. Я себе тут костюм свой желтый, шафрановый, спортивный, так изгваздала. Завтра буду его антипетином мазать и потом уже стирать. Вообще, конечно, мой мятный костюм спортивный, он очень быстро отстирывается, очень быстро сохнет. А этот, он просто и отстирывается плохо, и сохнет очень долго. Но мне нравится сама модель. Уснуть я не смогла, потому что у меня нога заболела и вообще нервы разошлись.
Короче, я не могу пока вернуть нормальный режим. Меня это жутко бесит, потому что я ничего не успеваю. Ну, короче, сейчас 4 часа утра. Я решила для себя, что не буду лежать, все равно это бесполезно. И решила сварить суп с вермишелью. Да, я показывала буквально вот или в этом, или в том влоге, что я сварила суп. Мне его должно было хватить на несколько дней, но я поняла, что у меня что-то как-то с имбиря не очень хорошо я себя чувствую, поэтому тот суп, который я сварила, вот морковный с имбирем, я его сейчас переложу в маленькие, знаете, в силиконовую форму возьму, налью туда маленькими такими порциями суп и заморожу. Потом просто уберу в пакет. И когда мне будет нужно какое-то блюдо сготовить, я буду туда добавлять в качестве специй. Тогда будет все в порядке. Но вот я поняла, что да, мне с имбиря как бы не очень хорошо. Как-то поджелудочная начинает выделываться, поэтому как-то так. А вот суп с вермишелью будет очень даже неплохо. Так что сейчас почищу морковку, картошку. Суп поставила и также сделала себе салат на вечер. Салат айсберг, китайская капуста, морковка, помидор и всякая зелень, ну, сухая. Сейчас я это закрою и поставлю в холодильник. Как и собиралась, суп с имбирем и морковкой вылила в формочки и сейчас поставлю в морозилку. Как только замерзнет, переложу в пакет. Вот что значит не спать. Я забыла, что я тут морковку замораживала. Можно было даже не тереть на терке, времени терять. Но с другой стороны, там было сколько, 3 штуки. 2 на суп и 1 на салат. И сегодня как раз свеженько еще пойду куплю, а это пусть лежит. В принципе, ничего страшного. Помою сейчас супницу. Раз уж я все равно не сплю, пока варится суп, продолжу мыть бытовую технику. Во-первых, кофемолку, и во-вторых, в общем, яблоки чистить. Кстати, хорошая штука, но я просто обычно яблоки не чищу, но вообще пользовались, и к ней еще есть сменное лезвие. Помыла. И теперь хочу еще гейзерную кофеварку помыть и сауну для лица. Следующая жертва — это электрическая открывашка. Нужно помыть вот эту часть, потому что не так давно я ей пользовалась и, соответственно, протирала, но вот внизу все равно чуть-чуть надо, и вот эту часть. И еще освежу ветчинницу. Ну, мы в ней ветчину делали, но я еще делала сыр адыгейский, ну, что-то по типу того. Суп сварился, 39 калорий на 100 грамм. Сейчас отнесу на балкон, потому что я сейчас буду завершать это видео, монтировать его, загружать, подписывать, но потом не знаю, либо вообще не лягу до вечера, ну или может быть лягу, не знаю. Так что если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи, всем пока-пока.